Привет, друзья! Недавно я получила под одно из моих видео комментарий, где мой зритель попросил меня приготовить окрошку в своем исполнении. Ну, собственно, мы сегодня ее и приготовим. Она получается очень интересной и необычной, ну и, как всегда, очень-очень вкусной. Ну и что может быть вкуснее, чем прохладную, свежую окрошку в сегодняшние жаркие дни? Так что давайте не будем терять время, как всегда следите за руками и поехали! Первое, с чего нужно начать, это, конечно же, с нашими яйцами. Они будут у нас не обычные, а замаринованные, потому что я хочу, чтобы моя окрошка начинала играть чуть другими нотками. Все, нам нужно их сварить и приготовить наш маринад. Варим вкрутую. Для маринада нам понадобится соевый соус. У меня концентрированный, поэтому очень аккуратно с ним нужно быть. Мы берем где-то 20 мл. Точные граммовки будут в описании. Добавляем. Сюда мы добавим для такая, знаете, типа кисловатая ноточка, чуть-чуть уксуса яблочного. Приблизительно такое количество, как наш соевый соус. Добавляем воды. Где-то на 20 мл соевого соуса концентрированного вам нужно 100 мл водички. Хоп. И добавляем, это, конечно, уже по ваших вкусовых предпочитаниям, чуть-чуть острого соуса, ну буквально чуть-чуть. Вот столько нам где-то хватит. И добавляем 1 зубчик чеснока. Можете его раздавить или через вот такой пресс пропустить. Тогда наши яйца получат более такой, знаете, типа нотка аромата чеснока. Я надеюсь, вы меня поняли, что я имею в виду. И все это размешиваем. Когда наши яйца будут уже готовы, мы их отпустим, и нам нужно оставить их где-то на 6-8 часов, чтобы они хорошо промариновались. Наши яйца я мариновала 8 часов, вот какие они получились, и они чуть-чуть изменили свою текстуру, они стали более плотными. Теперь мы поговорим по поводу картошки. Много из вас ее просто варят в мундире или просто на кусочками. И я лично ее буду запекать. Почему? Потому что именно в запеченном картофеле содержится именно тот вкус картошки. Он не вымывается с воды. Поэтому, собственно, я буду ее готовить в духовке. Я вам советую, попробуйте. Получается совершенно другой картофель. Сегодня вместо привычной для многих из вас варенку я буду использовать вот такую копченую грудку, потому что она придаст более пикантный вкус, и вот запах дымка идеально сочетается со всех других продуктов. Поэтому, если вы не пробовали окрошку с вот такой вид мяса, попробуйте, и я уверена, вам очень понравится. Нам нужно это очень красиво нарезать на мелкие кубики. Отправляем курицу в наши мисочки с одной стороны. Но я же вам говорила, что подача тоже очень важна. Поэтому мы будем подавать как в ресторане. У нас вот здесь будет курица. И вот так в кругу мы все ингредиенты будем размешать. Теперь мы берем нашу картошку. Картошка должна быть тоже нарезана кубиками, но чуть больше, чем курица. Огурчик мы тоже нарезаем на мелкими и аккуратными кубиками, как курица. В свою окрошку я добавляю всегда редиску, но честно, для меня был шок, когда моя подружка Юля на днях мне рассказала о том, что все ее знакомые ее хейтят, что она добавляет ее в окрошки. Они говорят, что это невкусно, портит вкус окрошки и все прочее. Но для меня редиска это один из самых главных ингредиентов, который придает вот эту свежесть и легкая пикантность окрошки.
А вы делаете окрошку с редиской или без? Мне очень интересно, потому что я вот как жила в Украине, я всегда думала, что окрошки делаются только единственно с этот прекрасный овощ, редисочка. Все, режем. Вот как у нас пока что получилась нарезка. И теперь нам осталось последний ингредиент. Ну, один из последних, потому что там будет еще кое-что интересненькое, которое я вам расскажу. Нам нужно извлечь желточек и будем нарезать только единственно белок. Желток я вам покажу, для чего он нам будет нужен. Я как авокадину так разрезала. И вот так, опа. И желточек мы убираем в сторону. И нарезаем белок. Я вот так делаю чпонг чуть-чуть. И нарезаем как можно мельче. И чем-то похоже на кубики. Кстати, посмотрите, насколько пропитался наш белок из-за маринада. И он придобил не только этот красивый, знаете, коричневый цвет, а и вкус. Поэтому это очень вкусно и очень интересно. Хотите удивить? Сделайте. Все, нарезаем белочек. Приступаем к заправке. Для нее нам нужны вот такие перышки молодого лука. Если у вас их нету, то вы можете взять обычный зеленый лук. Нарезаем мелко. И добавляем их в миску. Здесь и сейчас мы не будем добавлять укроп, потому что я вам чуть позже покажу, в каком виде и как будем его добавлять. Это то, что, скорее всего, вы не будете ожидать. Теперь, желточек, помните? Помните, конечно. Нам нужно его растереть и добавить вот сюда. Вот, готово. Так похлопаем, чтобы он упал весь. И сюда мы добавляем кефир. Можете взять вместо кефира киселое молоко. Если у вас нет киселого молока, вы можете взять греческий йогурт. Если вы не любите кефир, вы можете взять тот молочный продукт, который вам больше нравится. Но я люблю окрошку именно на кефире. Добавляем. Добавили. Сюда нам нужно отправить 1 ложку сметаны. Большую ложку. Вот так берем. Я взяла 12% сметану, но я хочу вам показать разницу в сметане в Украине здесь. В Украине 12% сметана, она жидкая, а здесь, ну посмотрите, она густая. Поэтому я не знаю, как это тут делать и где более правильно, но у нас вот такая сметанка. Все, добавили. И сюда, конечно же, наша любимая горчица. Я беру более пикантную горчицу, более острую, потому что мне больше нравится, когда она дает такая легкая горчинка, остринка. Добавляем. Где-то вот столько хватит. И все это мы перемешиваем. И будем добавлять соль по вкусу. Видите, как у нас поменялся цвет закваски, хотела сказать. Цвет заправки. Да, вспомнила слово. Заправки. Он стал более желтоватый. На первом, что желток нам добавился и горчица. Вот так добавляем, размешиваем все хорошо. И солим. Солим по чуть-чуть. Наша заправка готова. И как вы видите, укроп я еще не добавила. А все потому, что весь мой укроп находится в этой маленькой банке. Да, вам не послышалось, именно в ней. Как это получилось? А все очень легко и просто. Я сделала вот такое укроповое олия, где концентрат вкуса укропа просто зашкаливает. Если вы не знаете, как сделать такое олия, вот вам ссылочка. Здесь я делаю базиликовое масло и принцип такой же самый. Я вам гарантирую, вам очень понравится данный вид олия. Оно очень ароматно. Теперь давайте будем собирать окрошку и я вам покажу, как она выглядит.
Ребята, наша окрошка готова. И посмотрите на нее, насколько она сексапильно смотрится. Я уверена, что даже в лучших ресторанах вашего города такую окрошку вам не подадут. Потому что рецепт сделан с душой, с моей душой, с моей фантазией. И я уверена, что вам очень сильно понравится этот рецепт. Давайте мы сейчас ее попробуем. Оп. Ребята, это очень вкусно. Вы такую окрошку, я уверена, никогда не пробовали. Это взрыв вкусов. Очень интересных вкусов. Поэтому, если вы любите окрошку, любите вот такие виды супы, то обязательно ее сделайте. И я уверена, на все 200% она вам очень понравится. Если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки, если нет, дизлайки. Для меня это очень важно. И увидимся в следующем новом видео. Пока!